Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте. Чуть не забыла, что я замужем. И вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня долгожданное видео о сильные и слабые стороны людей с компульсивным перееданием. Говорю долгожданное, потому что люди с компульсивным перееданием предъявляли мне претензии. Говорят: так, подождите, про анорексиков сняли, ссылочка. Про булимиков сняли, ссылочка. А где про компульсивное переедание? Вот, про компульсивное переедание. Но прежде чем я начну, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, репостить, комментировать, делать все возможное, чтобы канал продвигался, развивался, и много-много людей с расстройством пищевого поведения находили видео и получали помощь и какое-то понимание того, что с ними происходит. Так вот, сильные и слабые стороны людей с компульсивным перееданием. Начну с сильных. Что отличает людей с компульсивным перееданием? Главная сильная сторона людей с компульсивным перееданием – это способность к самопожертвованию. Люди с компульсивным перееданием – это люди, которые вас не бросят, не предадут. Они переступят через себя, если вам что-то нужно. Они готовы на что угодно ради своих близких. Они забудут про себя, про свои интересы, про свои собственные там какие-то цели. Нет. Они сделают все, что могут ради вас, если вы важный и близкий для них человек. И это очень сильная сторона, потому что я буду об этом говорить все время, потому что это делает их очень, это притягивает к ним людей, это позволяет им строить очень-очень такие прочные отношения. А этого нет ни у людей с анорексией, ни у людей с булимией. Точнее, люди с анорексией не могут жертвовать собой ради кого-то. Они очень зациклены на себе. Они жертвуют собой ради идеи о себе идеальном. Люди с булимией делают ровно то же самое, только их идея о себе идеальном другая. Люди с булимией могут жертвовать собой ради близких, потому что у них есть идея о том, как идеальный человек должен вести себя ради близких. Люди с компульсивным перееданием делают это искренне, просто потому что они вас любят. Вторая сильная, у меня уже подсказки. Вторая сильная сторона людей с компульсивным перееданием – это умение дружить. У людей с компульсивным перееданием много настоящих друзей. У них вообще активная социальная жизнь, гораздо более активная, чем у людей с другими расстройствами пищевого поведения, потому что анорексики вообще боятся людей. Они вообще ограничивают контакты. И то есть у них очень мало друзей, как правило, у анорексиков. Это там хорошо, если есть 1-2 человека, тщательно отобранные. Эти люди для них очень важны, но как бы и все. Друзья анорексики, дружить с ними сложно, потому что они очень пугаются, чуть что не так, они сразу в нору, и очень, они настолько боятся отвержения от всех, в том числе от друзей, что с ними прямо приходится быть такими аккуратными, прямо очень, люди устают от этого. Что касается булимиков, то у них тоже с настоящими друзьями сложности, потому что булимики все время предъявляют людям какую-то парадную версию себя, какой-то парадный вариант. Они не говорят, что они думают и чувствуют на самом деле. Они не делятся болью, они не делятся сомнениями, они не делятся страхами или делают это крайне редко. И это, как правило, вступает в диссонанс с их, в общем-то, успешной жизнью и таким имиджем очень успешного и цельного и целеустремленного человека. У людей с компульсивным перееданием много настоящих друзей, с которыми они дружат годами, иногда десятилетиями. Они все время поддерживают связь, они встречаются, они переписываются, они проводят вместе время. И вот это умение дружить приводит к тому, что они практически никогда не бывают одиноки. Даже если они чувствуют себя так,
в реальности у них очень активная социальная жизнь. Они третья сильная сторона людей с компульсивным перееданием. Они с удовольствием помогают своим близким и своим друзьям. И они могут получать эту помощь благодаря тому, что у них много друзей. И вот это помогают с готовностью, с охотой, без какой-то задней мысли, без мысли о том, а что тебе, собственно, от меня нужно, как у анорексика. Или булимик, если вы его попросите помочь, он даже если и поможет, то потому что он побоится, что иначе вы от него откажетесь, потому что он будет плохим другом. Булимик помогает только в том случае с удовольствием, если это помогает ему раскрыть как бы свои таланты и свой потенциал. То есть если булимик очень хорош в профессии, он будет помогать всем в своей профессии. Он будет со всеми делиться знаниями, со всеми делиться умениями, со всеми как бы всем рассказывать, как им делать что-то, искренне совершенно, потому что это позволяет ему как бы блистать. Но если вы попросите отвезти его в аэропорт, он, может, и повезет, если не сможет слиться. Но при этом будет злиться и думать: блин, какой-то аэропорт, что за бред, неужели нельзя взять такси? Я бы сама взяла такси, сейчас я куда-то потащусь, у меня столько дел, мне вообще работать надо, мне вообще некогда этим заниматься. То есть если он вас и повезет, булимик, если он не соскочит каким-то образом, сославшись на несуществующие какие-то там обстоятельства, то он будет злиться в этот момент, что ему приходится это делать. А человек с компульсивным перееданием сделает это искренне. Он умеет помогать и умеет также искренне и с благодарностью, без ожидания подвоха какого-то, принимать эту помощь. И, соответственно, там, где все остальные как бы вынуждены сами как-то справляться, люди с компульсивным перееданием, благодаря вот этой вот системе взаимоотношений социальных, им намного проще. То есть намного проще. Они кого-то о чем-то попросят, кому-то сами что-то помогут, тут подвезут, там им кто-то что-то подвезет. То есть им не приходится все делать самим. И это колоссальное преимущество. Еще одна сильная сторона людей с РПП, четвертая, это то, что они в принципе очень добрые. И они терпимы к ограничениям других. Они правда добрые. Ни булимики, ни анорексики не терпимы. Они говорят себе: я себя не жалею, почему я тебя должна жалеть? Булимик скажет: я вкалываю по 15 часов в сутки, почему ты так не можешь? Почему я могу, а ты не можешь? Анорексик скажет: я вообще не ем, почему я так могу? Ты почему такой слабый? Ты почему такой безвольный? Почему ты такой? Старайся, учись лучше, делай лучше. Что с тобой не так? Люди с компульсивным перееданием знают о своих слабостях, знают о своих трудностях, и они будут терпимы к вашим. Они не будут от вас требовать, чтобы вы были всегда на высоте, чтобы вы были всегда с иголочки, чтобы вы были всегда в прекрасном настроении, чтобы вы всегда были собраны, чтобы вы всегда. То, чего от вас будет требовать анорексик, и то, чего от вас будет ожидать, не требовать, но ожидать булимик. И пятая сильная сторона людей с компульсивным переживанием – это то, что они, несмотря на то, что они часто к себе думают о себе, что они какие-то вот неумехи, ни на что не способные, на самом деле именно люди с компульсивным перееданием из всех РПП умеют обустраивать свою жизнь. То есть у них обычно все как-то нормально. У них и дети есть. Друзья у них есть, как я уже сказала. Они поддерживают отношения с родными. У них какой-то порядок дома все время, как-то все делается. У них и работа есть, и там какая-то карьера есть. Они и деньги зарабатывают.
То есть если анорексики всю свою жизнь практически сужают, вот сводят к одной только анорексии, ограничивая все. Если булимики все время на зубах рвутся к успеху, забывая про все остальное, то люди с компульсивным перееданием не забывают ни про что. У них все в принципе нормально, у них все в порядке и на работе, и дома, и вообще в жизни. То есть сильные стороны людей с компульсивным перееданием: способность к самопожертвованию ради тех, кого они любят, умение дружить. Они прекрасные друзья, у них всегда много друзей. Готовность, способность бескорыстно помогать, что в свою очередь позволяет им пользоваться помощью других людей. Они знают, как это делается, они благодарны, они не ищут подвоха никогда. Они добры и с терпением отнесутся к вашим каким-то несовершенствам. И у них, в принципе, из всех людей с РПП самая хорошо организованная жизнь. Самая нормальная какая-то. Но это сильные стороны, всегда есть еще и слабые стороны. И вот какие слабые стороны у людей с компульсивным перееданием. Ну, во-первых, есть такое выражение, что наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Вот способность к самопожертвованию, доброта и готовность помогать – это, конечно, то, чем очень легко злоупотребить каким-то другим людям. Прямо очень легко. На человека с компульсивным перееданием можно навешать какую-то работу, на человека с компульсивным перееданием можно навешать каких-то просьб, и он как бы вот в силу вот этой доброты, в силу терпимости, в силу готовности к самопожертвованию будет это все делать и делать, и делать, и делать, и делать. То, чего никогда не будет анорексик, потому что на него где сядешь, там и слезешь. Они очень четко с этим, у них все прям. А булимик, если и будет, то он все равно как-то довольно быстро начнет этим тяготиться и начнет нервничать сильно по этому поводу. Еще одна слабость, слабая сторона, которая тоже связана вот с тем, о чем я сказала, с способностью к самопожертвованию, такой вот отзывчивостью и готовностью помогать, это то, что люди с компульсивным перееданием, как правило, не умеют, отказываются, не могут выражать свой гнев. Там, где анорексик психанет и пошлет всех на 3 буквы, там, где булимик не психанет, но из-за того, что он будет очень сильно злиться, он хотя бы начнет избегать этих ситуаций и наврет, что у него там, я не знаю, кошка заболела, и он никак не может отвезти вас в аэропорт, а то бы с большим удовольствием. У человека с компульсивным перееданием границ нет. Злость они выражать не умеют, и из-за этого они становятся очень обидчивыми. Люди с компульсивным перееданием могут быть очень обидчивыми. Они обижаются на все. Они начинают ворчать, они начинают брюзжать, они начинают все вот это вот. То есть в худшем варианте из-за того, что на них ездят, они могут становиться такими не очень приятными людьми, потому что они вечно обижены, вечно они чем-то недовольны, вечно все какие-то плохие, вечно все их вот эксплуатируют, а они такие несчастные жертвы. Вместо того, чтобы просто сказать: слушайте, ребятки, давайте-ка вы сами. Нет, я буду это все делать и как бы все время жаловаться, обижаться, дуться, впадать в такую детскую позицию, потому что просто послать всех на 3 буквы я не могу, мне запрещено. Почему они не выражают свой гнев? Тут надо помнить, что анорексики – это дети, которых отвергали. Булимики – это дети, которых критиковали. А люди с компульсивным перееданием – это дети, которых били и унижали. Причем за то, что они смели злиться или высказывать свое недовольство тоже, если не в первую очередь. Поэтому они либо вообще будут делать вид, что они не против, либо злиться они еще не могут, но обижаться они уже как бы научились, это они уже себе позволяют. И вот они становятся такими
вот такими вот брюзжащими, жалующимися, ноющими. Не всегда, иногда это их как бы слабая сторона, они легко могут в это попасть. И еще одна слабая сторона людей с компульсивным перееданием – это то, что они очень плохо выдерживают дискомфорт. Как физический, так и эмоциональный. Любой дискомфорт они выдерживают плохо. И вот эти все истории о том, что люди с лишним весом, то они требуют, чтобы сиденья в самолетах стали больше, то они требуют, чтобы сиденья в кинотеатрах были больше, то им нужен лифт, то им нужен эскалатор, то почему здесь лавочек нет. Вот это вот все время какое-то требование особого отношения к себе связано именно с этим. Им тяжело. И им тяжело не только потому, что у них лишний вес, и не столько потому, что у них лишний вес, а потому что там, где другой стоит, им тяжело, они плохо это выносят. И они тоже начинают нервничать, злиться. Злиться им нельзя, поэтому они начинают злиться вот на кого-то, на кого злиться можно, там, на каких-то там людей в очереди, на других, там, или придут домой, на детей наорут. Потому что было тяжело стоять там, где-то кого-то, чего-то ждать, или в какой-то очереди не было лавочек и так далее. Иллюстрация маленькая. Я работаю преподавателем в университете, и у нас была студентка одно время. Я не знаю, что именно с ней было и какой у нее был диагноз, но она ходила с палочкой. И у нас 4 этажа на факультете, и лифта нет. Для студентов лифта нет. И очень часто можно было видеть такую картину, поскольку занятия идут на всех 4 этажах по очереди, да, там, то есть одна пара у вас на 2 этаже, а следующая пара у вас на 4. Очень часто можно было видеть, как она очень-очень медленно шла по лестнице с этой палочкой для того, чтобы подняться на нужный этаж. И уже перемена закончилась, и уже пара идет, а она все еще поднимается. И ни разу я не услышала никакого нытья, никаких чертыханий, никаких жалоб. Ей было сложно, но она просто шла. Одна ступенечка за другой ступенечкой, потом 3-я ступенечка. Вот такой бытовой повседневный героизм. Вот просто вот такой повседневный героизм. Люди с компульсивным перееданием, с лишним весом не очень на это способны. Не очень. Они именно поэтому так тяжело худеют. Потому что там надо выдерживать дискомфорт голода, нужно идти в спортзал. Это опять тяжело, это физический дискомфорт. У них с этим очень сложно. Им с этим очень-очень прям плохо они с этим справляются. И это, безусловно, их слабая сторона. Итак, главный ресурс людей с компульсивным перееданием, главная их сильная сторона связана с другими людьми и с их умением устанавливать контакт и социальные связи. Это их суперсила. Это то, что они могут использовать в жизни. Это то, за что их любят. Это то, что позволяет им не быть одинокими по-настоящему. Это их суперсила, которой нет у людей с другими РПП. Вот этой способности дружить годами, дружить как бы на взаимно уважительных условиях и иметь все возможные плюсы, которые только существуют от этой дружбы, многолетней, близкой, поддерживающей. А главная проблема людей с компульсивным перееданием – это не превратиться вот в эту обиженную злюку, которая все время жалуется и брюзжит. Вот тут есть риск для людей с компульсивным перееданием. Вот, собственно, все, что я хотела сказать про сильные и слабые стороны людей с компульсивным перееданием. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на них, как всегда, в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И если я вам нужна, ищите меня, связывайтесь со мной через социальные сети. Пока!